Момент. Крепка советская власть. Тут не понадобится подручные средства. Да что же это такое делается? Здравствуйте всем! Быстренько перейду к сути дела. Как вы поняли, я сегодня хочу приготовить острый хрен и острую горчицу в домашних условиях и показать способ приготовления этого вам. У меня вот уже почищен от кожуры 300 грамм хрена. Его надо нарезать на мелкие кусочки, потому что буду измельчать в блендере. Вот хрен я мелко нарезал. У кого есть мясорубка хорошая, особенно электрическая, делайте на мясорубке, но у меня, к сожалению, ее нету. И я сейчас отправляю всего лишь часть в стакан. И сейчас перейдем именно к маринаду, потому что все знают, что измельчать блендером лучше, когда там есть жидкость. Пропорции очень легко запомнить, хотя можно и не запоминать, а просто я оставлю в описании. На 300 грамм надо взять ровно столько же миллилитров воды. Все просто считается. И уксус, если 9%, то надо брать 1/10 от воды или от веса. То есть получается, мне по-хорошему надо взять 30 миллилитров или 30 грамм обычного 9% уксуса. Но у меня винный уксус. И винный уксус обладает меньшей кислотностью процентовкой, поэтому добавлю не 30 грамм, а 50. Дальше математика тоже простая. На 100 грамм надо брать пол чайной ложки соли. То есть у меня получается 1,5 чайной ложки надо сюда отправить. И сахара в 2 раза больше, чем соли. То есть 3 чайные ложки. Также я подсмотрел в немецком рецепте. Немцы, кстати, очень любят хрен. И сливочный, и обычный острый. У меня есть такой, что вырви глаз. Добавляется немного растительного масла. Тут процентовок нет, то есть я немного добавлю сразу в стакан. Теперь хорошо размешиваю сразу соль и сахар, чтобы они растворились. И половиной залью эту чашу. Как я и сказал, половину я заливаю сюда. И измельчаю все погружным блендером. И вот таким способом я постепенно буду добавлять остатки хрена. Вот я измельчил, слезы идут, но это хрен, это нормально. Если добавляете жидкость, то будете плакать меньше, это факт. Сейчас я просто на время приготовления второго рецепта, то есть горчицы, надену сюда пакет. И оставлю, пока настаивается, потом раскладу по мелким стерилизованным баночкам, чтобы не большую банку открывать и все кушать от начала до конца, чтобы не испортилось маленькими дозами. И очень важное замечание. Холодную воду берите, не кипяток, то есть кипяченую, но охлажденную. Потому что кипятком вы обварите просто хрен и не будет той остроты, той резкости. Я немного попробовал уже на вкус, я вам скажу, лучше острой немецкой получается, хотя хрен покупной. И не забудьте, что настаивать надо будет где-то в прохладном месте, дать отстояться примерно часов 12. Лучше больше, тогда меняется все вкусами, будет просто великолепно. Ну а теперь переходим к приготовлению горчицы. Вот я в баночку отмерил 50 грамм порошка. Сюда пойдет пол-ложки столовой соли, пол-ложки столовой сахара, немного совсем масла,
То есть вот в ложечку немного совсем накапаю. И также совсем немного отправляю уксуса. У меня винный уксус. Меньше ложечки. Самым главным ингредиентом здесь выступает наравне с порошком рассол, в данном случае от огурцов, соленых огурцов. Если будете брать маринованные, то уксус можно не добавлять, он уже присутствует. Сахара, соли тоже уменьшайте. Также можно на рассоле, в принципе на любом, будь то огурцы, будь то капуста квашеная. То есть сейчас вот это в пропорциях замешиваю и отправляю настаиваться примерно 12 часов в тепле возле батареи в данном случае. То есть я сейчас добавил 1 столовую ложку, но надо размешать до густоты. Вот смотрите, какой консистенции у меня получилось с 14 ложками рассола. То есть она такая густая-густая. Тут смотрите на качество порошка, который именно у вас. И разбавляйте потихоньку. Хотите, разбавьте чуть жиже. Хотите, разбавьте чуть меньше и будет более такая тягучая. Я вот сейчас попробовал. Она уже такая горчит немного, но, как я сказал, надо поставить минимум часов на 12 в тепло, чтобы она настоялась, то есть горчица. Сейчас я посмотрю, как рекомендуют делать прям изготовитель порошка. Изготовитель рекомендует разбавлять порошок к теплой воде 1 к 4 и потом отстаивать 10 часов, после чего сливать остатки воды. Но я хочу сказать, на воде получается не так вкусно, как на рассоле, не так ядрено. То есть сделайте как я, если вы еще не знаете, как это делается, и попробуйте. Но будьте осторожны, получается просто термоядерное. Сейчас я это закрою, и через 12 часов мы с вами встретимся уже на дегустации. Прошло время, выстояло все 12 часов, надо теперь пробовать. Я только понюхал, чуть-чуть попробовал, хочу сказать, ядрено советская влазьма. Но запах обалденный, что у горчицы, что у хрена. Такой хрен вообще классный, хоть и острый. Можно сделать его, кстати, сливочным. Всего лишь надо добавить немного сливок, перемешать. Можно также и сметаны добавить, перемешать. Будет сливочный привкус и более мягкий. Также, чтобы сравнить, вот это, которую я сделал, я взял кюне, такую пикантную, с этими зернышками. И также острую. Рахнпуца, то есть это переводится как чтобы прочистить пищевод, вот это вот гортань. Тут написано, что экстра острая, то есть супер острая. Я позавчера, вернее, когда купил, попробовал, да, остренькая такая, ядреная, хорошая. Но я сейчас сначала попробую в чистом виде то, что приготовил я. Я извиняюсь, буду вот таким небольшим маленьким кусочком и с хлебом. Момент. Тут мне понадобятся подручные средства. Вкусная, но острая, зараза. Ей надо немного постоять, чтобы она выветрилась. И пока у меня вкус еще есть, я сравню с таким же количеством покупного хрена. Он острый, у него интересно приходящая остринка. Не такая сильная, конечно, как у самодельного, но тоже очень достойный такой вот представитель. Если увидите, кто живет в Германии, покупал я в сети Kaufland. Очень хорошая, советую.
Ну, конечно, советую сделать самому, тот же самый корень хрена купить и также перемолоть, добавить по тому рецепту, как я сказал. Ну, она еще выстоится, немного уплотнится, вкус усреднится и будет просто супер. Так, теперь попробую горчицу. Тоже не слишком много. Да что же это такое делается? Вот эту горчицу, да, самодельную надо добавлять понемножку и чуть-чуть. И она очень зайдет тем, кто любит острое. Делайте такую горчицу именно на рассоле, как я показывал. У меня, извиняюсь, нос немного заложило от слез и от всего. Ну, конечно, сравнивать с этой горчицей тут особо смысла нету. После этой горчицы эту можно кушать ложками. Но хотя она тоже вкусная и острая. Что по запаху? Ой-ё! Прошу прощения, какое там васаби. Вот самодельная домашняя горчица. Ну ядрёно, ну вырви глаз. У этой привкус идет, ну поскольку это кюне, вы могли догадаться, что здесь количество уксуса будет превышать обычное. Но вкусная. Она как напоминает дижонскую, с зернышками, но островатная, пикантная такая. Тоже рекомендую, если встретите, покупать. Если на самом деле очень много на запахе кислинки, а во вкусе кислинки этой маловато. Ну, в принципе, сюда можно тоже уксуса больше добавить, чем я добавил. Ой, это великолепно подойдет. Я вот сейчас попробую все еще с холодцом, или вернее с зельцем, который я приготовил, который вы уже увидели. Вот так вот надо кушать этот хрен. И также сейчас попробую горчицу. Ну, друзья, с наступающими и за вас, за ваше здоровье. Простите, это было очень вкусно, остро, ароматно, вообще великолепно. Друзья, пробуйте такое, делайте, сделайте для пробы немножко совсем в пропорции уменьшите. Ну, хотя здесь я сделал сразу поменьше, а тут у меня получилось с 300 грамм вот столько вот хрена. Это великолепно, можно хранить в холодильнике, специально так же, как я, разделяйте по мелким баночкам, чтобы всю полностью не расходовать. И много места в холодильнике это не займет. Хотя можно вынести в погреб, если у вас прохладный погреб. На предстоящие праздники к холодцу я просто прошу вас, попробуйте, сделайте. Тот, кто любит острое, точно не будет расстроен и скажет вам огромное спасибо. А если вы сами любите, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Также большое спасибо всем, кто ставит лайки, кто смотрит до конца, кто вообще смотрит. Последние ролики опять начали подниматься, просмотры, это меня радует. Что еще надо человеку, который делает все для вас? То есть это контент. Для себя бы я мог спокойно сделать и все. А вам я хочу рассказывать, делиться с вами. И тем более сейчас предстоят праздники. Это здорово, это классные такие семейные праздники. Кто-то проводит, правда, с друзьями. У нас предстоит сейчас Рождество. Это вообще чисто немецкие праздники. На самом деле он отмечается больше, шире как-то, чем Новый год. Желаю вам успеха, друзья. Желаю вам здоровья, желаю вам отличного настроения, чтобы все были живы и здоровы. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Пока.